Глава 1. Бог. Бог и бесконечность доказательства существования Бога, свойства божества, пантеизм. Параграф 1. Бог и бесконечность. 1. Что такое Бог? Бог — это высший разум, первопричина всего и вся. 2. Что должно понимать под беспредельностью? То, что не имеет ни начала, ни конца. Неведомое. Все, что неведомо, бесконечно, беспредельно. 3. Можно ли было бы сказать, что Бог есть беспредельность? Определение неполно. Бедность языка людей, который недостаточен для определения вещей, стоящих выше их понимания. Примечание. Бог бесконечен в своих совершенствах, но бесконечность — это некая абстракция. Сказать, будто Бог есть беспредельность, бесконечность значит принять свойства вещи за самую вещь и определять неизвестную вещь вещью, ничуть не более известной. 18. Параграф 2. Доказательства существования Бога. 4. Где можно найти доказательства существования Бога? В аксиоме, кою вы применяете в своих науках. Нет следствия без причины. Ищите причину всего того, что не есть дело человеческое, и ваш разум ответит вам. Примечание. Чтобы верить в Бога, достаточно бросить взгляд на плоды творения. Вселенная существует, стало быть, она имеет некоторую причину. Сомневаться в существовании Бога значило бы отрицать, что всякое следствие имеет свою причину, и утверждать, что ничто смогло сделать нечто. 5. Какое заключение можно извлечь из наитивного чувства, кое все люди носят в себе и которое говорит им, что Бог существует, Ибо откуда человеку могло прийти это чувство, будь оно ни на чем не основано, это еще одно следствие того принципа, что нет действия без причины. 6. То сокровенное чувство ощущения Бога, которое мы носим в себе, не есть ли оно результат воспитания и продукт приобретенных идей? Если бы оно было так, то почему это чувство есть даже у ваших дикарей? Примечание. Если бы ощущение, что есть некое высшее существо, было всего лишь производным какого-то обучения, оно не было бы всеобщим, и, как и все понятия научные, существовало бы только у тех, кто смог пройти это обучение. 7. Можно ли найти первопричину образования вещей во внутрисущностных свойствах материи? Но какова была бы тогда причина этих свойств? Всегда должна быть первопричина. Примечание. Приписывать первичное сотворение вещей внутренним свойствам материи означало бы принимать следствие за причину, ибо эти свойства сами суть некоторые следствия, должное иметь какую-то причину. 8. Что думать о мнении, которое приписывает первичное сотворение случайному сочетанию атомов материи, одним словом, случаю? Другая нелепость. Какой здравомыслящий человек может смотреть на случай, как на разумное существо? И затем, что такое случай? Ничто. Примечание. Гармония, управляющая движущими силами Вселенной, обнаруживает определенные сочетания и цели, и тем самым во всем открывает некоторую разумную цель. Приписывать первичное сотворение случаю было бы бессмыслицей, ибо случай слепо не может произвести разумных действий. Разумный случай уже не был бы случаем. 9. Что дает видеть в первопричине верховный разум, превосходящий все разумы? У вас есть пословица, гласящая «по делу видать мастера». Так вот, посмотрите на дело и ищите мастера. Лишь гордыня порождает неверие. Человек, ослепленный гордыней, не желает ничего, что выше его, вот почему он и называется вольнодумцем. Убогое создание, его может сразить легчайшее дуновение Божье. Примечание. О мощи ума судят по его делам. Так как ни одному человеку не под силу создать то, что производит природа, то первопричина, стала быть, есть разум, надстоящий человечеству. Каковы бы ни были чудеса, совершаемые человеческим разумом, этот разум сам имеет некую причину, и чем более велико то, что он совершает, тем более велика должна быть его первопричина. Этот-то разум и есть первопричина всех вещей, каково бы ни было название, коим человек ее обозначает. Параграф 3. Свойства божества. 10. Может ли человек понять внутреннюю,
сокровенную природу Бога? Нет. На то слишком бедна его познавательная способность, ему недостает особого органа чувств. 11. Будет ли однажды дано человеку понять тайну божества, когда дух его не будет больше затемнен материей, и когда, через совершенство свое, он приблизится к Богу? Тогда он увидит его и поймет. Примечание. Несовершенство способностей не позволяет человеку понять сокровенную природу Бога. В эпоху детства человечества он часто смешивает Бога с его созданием, несовершенство коего он ему приписывает. Но по мере того, как нравственное чувство развивается в человеке, мысль его лучше проникает в суть вещей, и он составляет себе о них понятие более верное и более соответствующее здравому смыслу, хотя понятие это и остается всегда неполно. 12. Если мы не можем понять сокровенную природу Бога, то можем ли мы иметь хотя бы какую-то идею о некоторых его совершенствах? Да, о некоторых. Человек понимает их лучше по мере того, как возвышается над материей. Он прозревает их мыслью. 13. Когда мы говорим, что Бог вечен, бесконечен, незыблем, нематериален, единствен, всемогущ, предельно справедлив и благ, то не имеем ли мы полного понятия о его свойствах? С вашей точки зрения, да, потому что вы верите, будто охватываете все. Но усвойте себе хорошенько, что есть вещи, стоящие выше понимания самого умного человека, и для коих язык ваш, ограниченный вашими идеями и ощущениями, совершенно не имеет выражения. Разум действительно говорит вам, что Бог должен обладать этими совершенствами в высшей степени, ибо если бы у него недоставало хотя бы одного из них, он не превосходил бы все и вся, и, следственно, не был бы Богом. Чтобы быть надо всеми, Бог должен быть совершенно непорочен и не должен иметь ни единого несовершенства, кое только может представить себе ваше воображение. Примечание. Бог вечен. Если бы он имел начало, то был бы вышедшим из небытия, и помимо того, был бы создан предшествующим ему существом. Таким вот образом мы все ближе восходим к бесконечности и вечности. Он незыблем, если бы он был подвержен изменениям, то законы, управляющие Вселенной, не имели бы никакой устойчивости и постоянства. Он нематериален, то есть природа его отличается от всего того, что мы называем материей, иначе он не был бы незыблем, ибо был бы подвержен трансформациям материи. Он единствен, если бы было много богов, то не было бы ни единства взглядов, ни единства силы в управлении Вселенной. Он всемогущ, потому что он единствен. Не обладая он верховной мощью, то было бы что-нибудь более сильное или такое же сильное, как и он, и тогда бы он не сделал все и вся, и то, что не сделал бы он, было бы сделано другим Богом. Он в высшей степени справедлив и благ. Мудрость божественных законов открывается в самых малых вещах, как и в самых великих, и мудрость эта не позволяет сомневаться ни в его справедливости, ни в его благости. Параграф 4. Пантеизм. 14. Есть ли Бог существо особенное, или же Он, согласно мнению некоторых, есть составляющая всех сил и всех умов Вселенной? Если бы оно было так, то Бога бы не было, ибо тогда Он был бы следствием, а не причиною. Он не может одновременно быть тем и другим. Бог существует, вы не можете в этом сомневаться, и это главное. Поверьте мне, вам не стоит идти дальше этого, не углубляйтесь в лабиринт, из коего вы не сможете выбраться, эти рассуждения не сделали бы вас лучше, но, быть может, немного горделивее, потому что вы считали бы себя знающими, тогда как в действительности вы бы ничего не знали. Оставьте же в стороне все эти системы. У вас достаточно вещей, вас более затрагивающих, начните хотя бы с себя. Изучайте свои собственные несовершенства, дабы освободиться от них, это будет более полезно вам, нежели желание постичь то, что непостижимо. 15. Что думать о мнении, согласно коему все тела природы, все существа, все миры Вселенной суть части самого Божества? Иначе говоря о пантеистическом учении, человек, не будучи в состоянии сделать себя Богом, хочет быть, по крайней мере, какой-то частью его. 16. Те, кто следует этому учению, утверждают,
будто находят в нем доказательства некоторых атрибутов Бога. Поскольку миры бесконечны, то Бог тем самым бесконечен. Поскольку абсолютной пустоты или небытия нет нигде, то Бог вездесущ. Поскольку Бог вездесущ, ведь все есть составная часть Бога, то Он дает всем явлениям природы основания быть разумными. Что можно противопоставить этому рассуждению? Разум. По зрелом рассуждении вам нетрудно будет признать нелепость такого рассуждения. Примечание. Это рассуждение делает из Бога некое материальное существо, которое, хотя и одарено высшей разумностью, но в большем масштабе является тем, что мы есть в малом. Но так как материя непрестанно преобразуется, то Бог в таком случае не должен бы иметь никакого постоянства. Он оказался бы подвержен всем превратностям, даже всем потребностям человечества. Он был бы лишен одного из главных свойств божества — незыблемости. Свойства материи не могут увязаться с идеей Бога без того, чтобы не принизить его в нашей мысли, и все утонченности софистики не смогут разгадать тайну его сокровенной природы. Мы не знаем, что он есть, но мы знаем, чем он не может быть, а эта система находится в противоречии с самыми основными его свойствами. Она смешивает Создателя с созданием, точно так же, как если бы кто-то захотел, чтобы некая замысловатая машина была составной частью создавшего ее инженера. Разумность Бога открывается в его делах так же, как разумность художника в его картине. Но дела Бога суть не более он сам, как картина не есть художник, задумавший и создавший ее.